Друзья, Rocktech, надо его перевернуть, наверное, GB1. Вот такой вот маленький. Это не TV-бокс, это TV-стик вот такого вот формата на Realtek 1315. То есть это не AMLogic, как мы все привыкли, не какой-нибудь там Allwinner. Нет, это Realtek с обалденной картинкой, с достаточно интересными особенностями, со звуком разных форматов, которые мы, честно говоря, были немножко удивлены, что он их поддерживает. И, конечно же, с вот таким вот Bluetooth пультом с голосовым управлением, с управлением дополнительной инфракрасной опцией, а еще с сертифицированным Google TV и с сертификатами Netflix, Dolby Vision, Dolby Atmos. И все это на канале Технозон с обзорчиком. Поехали! Знаете, что самое интересное? Я бы вам показал бы распаковку. Распаковывать-то абсолютно нечего. Знаете почему? Потому что, по сути, приезжает это вот в такой вот коробочке маленькой, в которой есть по факту вот этот вот Rocktech GB1, есть кабель, которым можно, кстати, подключать его к телевизору. Потребление именно к USB вашего телевизора, потребление достаточно маленькое. И у нас здесь на коробочке есть и Netflix, и 4K Ultra HD, Dolby Vision, Dolby Audio, Netflix, и YouTube, и GeForce Now и тому подобные сервисы. При этом у нас здесь поддерживается и Wi-Fi 5, и 4K HDR 60 FPS. Понаписывали очень много, но мы будем сегодня все тестировать. Я для себя уже, тех, кто у меня давно на канале, мне писали, когда ты сделаешь, я им пользовался около месяца. Мы много чего выясняли, и первое, что нужно сделать, это подписаться на наш канал и нажать колокольчик. А второе, получить информацию о том, что когда мы пользовались, в процессе этого мы нашли некоторые маленькие, скажем так, особенности. Здесь не недочеты, здесь особенности, которые будут исправлены. И уже анонсировал Rocktech, у нас есть инсайт о том, что конец апреля, начало мая будет конкретно официальный апдейт этого Rocktech, где даже самые маленькие недочеты, которые мы собирали, должны быть исправлены. Я не знаю, что конкретно исправят, но апдейтик уже подтвержден. Это очень хорошо, и вот после этого мы решили выпускать этот обзор. Позиционируется он, давайте я его отложу, в принципе, тут еще пульт вот такой вот, как я уже говорил, с инфракрасной опцией, с дополнительной, и больше ничего нет. USB портов на нем нет, сам он с Type-C-шечкой, и один HDMI-чик у нас, конечно же, есть вот такой вот удлинитель для того, чтобы этот HDMI в телевизор засунуть. Стоит он на Алиэкспрессе сейчас $40, в Украине на Nexon, на официальном представителе, он стоит 2490, в принципе, вы же помните, что, использовав промокодик Технозон, можно получить дополнительную скидочку. Ссылка в описании под видео и промокодик в том числе. То есть, когда покупаете, нажали купить, вбили Технозончик и получили еще и скидочку 5%. Ничего себе. И плюс еще и месяц Nexon TV бесплатно. Но вернемся к Алиэкспрессу. Rocktech GB1 Google сертифицированный. И тут они много чего написали. И то, что это Realtek 1315C, это Cortex A55. На Mali G57 ускорители, на Google TV 12. GDDR4 у нас 2 гигабайта, eMMC 5.1 16. 5 гигагерцовый тут T2R Wi-Fi с Bluetooth 5.0, есть у нас Dolby Vision, Dolby Atmos с GeForce Now. Хорошо, ладно, тут они все как бы показали, все красиво, расписались, чем-то посравнивали, обещают 4К 60 FPS, мы сейчас это все выясним. Есть Chromecast, немаловажный аспект, ведь это полностью сертифицированный TV-бокс, и Dolby Atmos в том числе. Слушайте, очень все интересно, будем сейчас... Но не видите, они его почему-то с Mi Box как-то сравнивают очень аккуратненько. Cortex A55 и Cortex A55, тут G57, G31. Давайте будем честными, что тут частота меньше, чем, допустим, в AMLogic. Но картинка на Realtek всегда будет лучше. Всегда будет лучше картинка на Realtek, чем на AMLogic. В любом случае. Итак, ссылки в описании под видео на проверенных продавцов. А мы с вами уже переходим к ТВ-боксу. Как мы видим, вот так вот у нас выглядит главное меню. Я вам скажу, я пользовался. После последних обновлений именно в маркете самого Google TV интерфейса, кстати, кто не знает, как это сделать, то берем, просто-напросто нажимаем в главном меню и говорим Google Play Store. Пожалуйста, у нас Google Play, идем в настроечки, управления приложениями, нажимаем обновить все. Все, у вас по факту обновляется TV-бокс.
Вернее, все приложения, которые в нем есть, а там было еще, знаете что, там было обновление именно самого интерфейса Google TV, обновление Google Play сервисов, и работает он после этого очень-очень, знаете, быстренько, сейчас как раз вот именно обновки идут, работает очень быстренько, ничего не тормозит, смотрите, вот я в режиме реального времени клацаю, при том, что у нас, давайте пойдем сразу в настроечки, пока все это дело обновится, я там зачем я нажал обновлять, ну да ладно, это все мелочи жизни. Идем в систему. Перво-наперво я вам хочу показать об устройстве. Версия Android TV 12, Netflix ESN у нас прописана, и нам нужно с вами попасть в меню разработчика. И уже здесь я поставил себе без анимации, я вам объясню, здесь есть анимация окон, анимация переходов и длительность анимации, поставил 0,5 для того, чтобы он работал отлично. Потому что вот в Google TV, откровенно говоря, была вот перегиб с этой анимацией, хотя сейчас анимация работает. То есть мы всего лишь, видите, анимация реально работает. То есть там сама по себе настройка чуть по-дурацкому сделана. Поэтому это сразу вам такая, знаете, в коллекцию ваших настроечек этого ТВ-бокса. Я использовал его с Projective Launcher, я делал обзорчик, и этот Projective Launcher делает из этого ТВ-бокса просто божественное нечто. Объясню почему. Потому что Projective Launcher выгружает из памяти Google TV Launcher и работает просто идеально. При том, что если вы посмотрите мой обзор на Projective, там есть, можно и каналы рекомендаций сделать, и все что угодно. И вот в этом плане действительно я бы советовал использовать его с Projective. Потому что внутри 2 на 16 мы подтверждаем, то есть все есть. Центральный процессор Cortex A55 по 1,7 ГГц. У нас с вами он примерно такой же, как 1325, у которого есть фишки искусственного интеллекта. В этом есть все то же самое, кроме фишек искусственного интеллекта. Поэтому он понижен немножко в цифре, а по частотам точно такой же, как и в принципе по видеоускорителю Mali G57. Сеть у нас Connect 5180 МГц на 866 мегабит в секунду. Нам здесь Wi-Fi 5, и мы сейчас проверим его скорость фактическую, но вы будете немножко тоже удивлены. Конечно, доступа к температурам нет, и из кодеков есть все, что необходимо. В частности, AV1 кодек есть, Dolby Vision у нас он декодирует 5-8 профиль. И есть VP9, как мы видим, то есть для ютубчика и для, допустим, каких-то стриминговых сервисов все отлично есть. Если говорить о тестах быстродействия, ну хотите, давайте сеть сразу протестируем, вот чтобы не откладывать в долгий ящик, потому что потом начнутся мультимедиа тесты. Идем с вами в браузер. На нашем сервере, на OpenSpeed Test сервере, который мы подняли, тестируем 5 ГГц и получаем вот следующую картинку. Он стартует с маленьким пингом и разгоняется, чтобы вы понимали, до 400 мегабит. 430-450 мегабит, вот было только что пиковое значение, спокойно вытягивает. И то, что здесь нет лана, поверьте, через Wi-Fi тут может работать все. Да, он немножко другая архитектура, не такой, как 1325 шустрый, не такой, как, допустим, там шустрый в плане быстродействия самого процессора, как AMLogic 2 ГГц, но как Realtek, я вам скажу, очень даже неплохо, учитывая его качество отображения. Давайте 2,4 ГГц посмотрим, будет ли тут у нас какой-то сюрприз. Тестируем 2,4 ГГц, мне аж интересно, ведь у многих-то еще старые роутеры, и как он себя поведет. Так, 40, 50, 60. Ну, здесь я вам скажу выше среднего. Это выше 70. Да ладно, слушайте. Остановись, что 80 будет? 80, это намного выше среднего, то есть в пиковом значении 80, 73, как у нас считается, до 30 мегабит это плохой показатель, ну слабый, от 30 до 50 до 60 это средний, все что выше 60 это отличный показатель, то есть здесь у нас 73 на 100, вообще на 120, на 112 средних, поэтому Wi-Fi тут отлично работает. Если говорить о мультимедиа, которые здесь есть, да, там вот если подтверждаться по мультимедиа, то Netflix, я сразу его запускаю. И здесь у нас, ну вы видите вставочку, у нас здесь и 4К, и Dolby Vision. Пожалуйста, он спокойно видит все эти моменты, если поддерживает ваше оборудование, ваш телевизор. Но теперь мы возвращаемся к одному моменту, то что Dolby Vision здесь постоянный, то есть вы это должны понимать. Здесь так же самое, как и в GX1, если у вас Dolby Vision телевизор, то будет постоянный Dolby Vision с декодированием самого процессора, того контента, который есть. И он приводит его к одному, скажем так, стандарту. Пересветов Dolby Vision вы здесь не найдете, поэтому критичным я это не назову. На HDR телевизорах на Samsung вообще идеально работает, он может
может работать в адаптивном HDR конкретно. Надеюсь, что именно в апреле, в мае его поправят. Ну, уже будем смотреть. Может, можно будет это смотреть после апреля-мая, и смотрите апдейт на нашем канале. То есть, если в описании под видео будет какой-то апдейт, то все хорошо. Если смотреть по тому, что он поддерживает в меню у нас написано целые частоты, но здесь, как мы видим, 23-24, это значит, что 23 это 23 974, 25, 29, 30, 29, 97 и 30. То есть здесь просто они не отображаются. Он поддерживает и дробные, и целые частоты. Вот сейчас вставочка в Vimeo Media Player, мы видим перечень частот и разрешений, на которые он может переключать с автофреймрейтом. Там все как бы отлично. То есть и дробные частоты, и 4К полный, и 480p он поддерживает. То есть старые какие-то моменты. Ну, я не видел 480p на HDMI телевизорах, то есть, а возможности подключить к тюльпанам здесь нет. Также у нас есть управление цветовыми режимами, у нас есть с вами HDR, и я вам скажу еще один момент классный. SDR VS10. Это вот фирменная фишка VS10 движок, фирменная фишка Realtek, когда на старых телевизорах, например, вы можете Dolby Vision пытаться просмотреть через SDR, то есть он будет приводить контент Dolby Vision к SDR цветам. Это повышает качество просмотра на старых телевизорах современного контента в современных форматах. При этом он повышает качество не только картинки, но и отображения цветов, яркости, контрастности и того подобного. У нас есть корректировка контраста, яркости, тона и насыщенности в автоматическом режиме. То, что у нас здесь в переключении еще вы видите тоже в виде вставочки. Здесь у нас есть еще дополнительно HDR постоянный, HDR адаптивный в режиме input, DV он SDR VS10, DV он HDR VS10 и Dolby Vision он просто-напросто low latency. То есть нормальная тема, в принципе, я вам скажу, этот постоянный Dolby Vision не должен вас пугать, как бы многие TV-боксы на текущий момент работают уже в таком режиме. Хотя, опять же говорю, ждем апдейта. Немаловажный момент того, что он поддерживает автофреймрейт нативный, он поддерживает, у нас, знаете, как в чем фишка? У нас есть поддержка QMS с плавным переходом, то есть такая фактически VRR, и есть, в принципе, устройство переключит формат вывода изображения в соответствии с исходной частотой кадра видео, если поступит соответствующий запрос от приложения. То есть нужно, чтобы приложение поддерживает классический автофреймрейт, а вот это вот у нас согласовывать частоту кадров через QMS. Это Quick Media Switch. Это если ваш телевизор поддерживает вот этот вот VRR с Media Switch, то это очень даже неплохо. Ну, здесь у нас расширены настройки экрана, у нас расширены настройки звука. По звуку, сейчас вы видите, этот стик поддерживает у нас DTS HD Master Audio, Dolby True HD и поддерживает Dolby Digital Plus. Ну, Dolby Atmos, само собой, через Dolby Digital Plus в Netflix он спокойно тягает. Для нас это был сюрприз того, что этот стик может такое, поэтому тут нужно понимать. Но нам пришлось тестировать через переходничок на Type-C на USB и запустить, допустим, вот такой вот классический SSD мы не смогли, мы смогли запустить флешку. Если у кого-то получилось какой-то запустить, напишите, пожалуйста, либо через какой переходник, либо через какой, но этот стик позиционируется как стриминговый стик. Это не полноценный TV-бокс, и мы не говорим, что это TV-бокс с USB-портами. То есть это относится ко всем стикам, которые мы обозревали. То есть, если вы предпочитаете там вам IPTV, посмотреть ютубчик, посмотреть, допустим, какие-то стриминговые сервисы, то идеально просто выходит. А теперь дальше. Здесь у нас все, в принципе, стандартно. В пультах, если мы пойдем, то можно настройки кнопок дополнительных на пульте. У меня, видите, LG TV есть, где мы можем зайти, удалить его, или управление громкостью, кнопка питания, кнопка выбора источника сигнала. То есть здесь у нас есть разные моменты именно регулирования вот этих вот всех дел. То есть вы можете либо регулировать громкость самого андроида, либо регулировать через инфракрасный порт ваш телевизор. Дальше у нас ютубчик пошел по тестам. Итак, ютубчик, ну, тут мы тестировали, он гоняет и 4К, и 60 FPS, и в AV1 кодеке, все это вы видите на вставках. Я тестирую это все через SDR, но вы видите вставки, где видны и дропы, и видны и коннекты, то есть абсолютно он нормально с ютубчиком справляется. Да, это не топовое решение, я бы не позиционировал его как топ, например, выше, чем GX1, он ни в коем случае не выше. Он ни в коем случае не выше, чем Rocktech G2. Это облегченная
облегченный стик, который я мог бы рекомендовать, например, телевизорам Samsung, через input на HDR, HDR10+, который он поддерживает. Я бы мог бы рекомендовать его из-за технологии VS10, допустим, на старые телевизоры для получения более лучшего декодирования современного контента и для, допустим, просмотра этого контента на более старых размерах телевизора с приведением в какой-то более-менее изящный вид. Ну и, конечно же, технология VS10, из-за чего эти самые Realtek очень ценятся. Потому что технология VS10 позволяет нам просматривать, ну, вернее, делать на старых телевизорах такие технологии, как Dolby Vision через SDR, либо Dolby Vision через HDR. При этом он идеально подходит для Samsung телевизоров, либо для старых HDR телевизоров. Короче, просто идеально. Вы сейчас видите сравнение, допустим, как работает с VS10 на SDR и без VS10. И я вам скажу, на VS10 технологии на старых телевизорах картинка смотрится, ну, откровенно говоря, намного лучше. Поэтому я как бы вот на этом должен вам подчеркнуть ваше внимание. Так что по ютубчику у нас тоже вопросов нет. Как нет, в принципе, вопросов и по стриминговым сервисам. Смотрю я на нем Nexon. Кстати, Nexon беру с большой скидкой. Ссылка в описании под видео. Пожалуйста, там цены просто-напросто вообще очень-очень низкие. И тут уже я смотрю там и ТВ онлайн, пожалуйста, этот ТВ-стик идеально подходит для онлайн просмотра. Смотрите, я включаю сейчас телевидение. Смотрите, как я буду переключать его. Вот каналы переключаются. Смотрите, как я буду его переключать. Каналы в режиме реального времени, пожалуйста. Они переключаются практически мгновенно. Очень быстрый интернет, очень неплохой процессор, очень неплохая видеокарта, да, Mali G57 ускоритель. И здесь как бы вопросов нет, как бы вообще вопросов нет. Так же, как и фильмы, допустим, со стриминговых сервисов. То есть, если я пойду сейчас и включу какой-нибудь фильм, я все никак не досмотрю, там, эти плохие парни с дочкой, она все путешествует у меня. И у меня постоянно вот этот вот момент досмотра этого фильма. Я, кстати, делал обзор на украинском языке когда-то. На Nexon отличный сервис, давайте вот там еще какой-то фильм давайте включаем, он тоже отлично отрабатывает, отлично перематывает, то есть для стриминговых сервисов вообще идеально, для фильмов онлайн, для YouTube онлайн, для каких-то телеканалов онлайн, а здесь мы как всегда, мы на начало фильма попали, для фильма онлайн, для YouTube онлайн, для телеканалов онлайн, просто-напросто неплохо, особенно учитывая его цену. Вы же понимаете, что да, можно взять Rocktech G2. Кстати, вот кинь мне Rocktech G2, у нас есть где-то Rocktech G2. Я вам сейчас анонсирую в этом обзорчике один момент того, что... вот просто кидай. Того, что Rocktech может делать именно G2. Я вот себе еще один взял, кстати, на подарочек запечатанный. Ссылка в описании под видео. Он может делать такие вещи, которые не может делать сейчас очень многие ТВ-боксы, даже самые-самые топовые. Обязательно выпущу обзорчик, мы сейчас докопались до этого и прям за это зацепились, но будет интересно. Поэтому подписывайтесь, конечно же. Поэтому я вам скажу так, я бы позиционировал этот ТВ-стик как стик для регулярного просмотра телевидения, для регулярного просмотра игр, сериалов, для регулярного просмотра OTT-телевидения или IPTV на каких-то телевизорах не самых топовых. Для топовых телевизоров, конечно, советовал бы брать G2, GX1 и тому подобные ТВ-боксы. Но работает он, смотрите, он работает быстренько, работает отлично. Конечно же, с внешнего жесткого диска тут смотреть целая заморочка, поэтому тоже рассчитывайте конкретно на именно на контент, который есть в сети. По поводу просмотра через какие-то моменты, я вам скажу так, 13.15 немножко слабее, чем 13.25, но при этом тягает спокойно 40-50 гигов через Matrix вообще без проблем. Вообще без проблем. Модули вы видели, процессор достаточно нормальный достаточный процессор для такого типа воспроизведения контента. Тут вообще тоже вопросов нет. Больше я сейчас не смотрю, потому что с развитием 265-го кодека AV1 уже нет смысла куда-то залазить в какие-то непонятные дебри и какой-то непонятный контент. По поводу еще сертифицированных фишек, давайте попробуем с вами на него, допустим, затранслировать какое-то действие, трансляция, нажимаем трансляция, он у нас есть в перечне, смотрите, у нас включился стандартный YouTube. Теперь, если я выбираю какое-то видео, я сейчас из подписок, на своем телефоне, я здесь фактически, у меня здесь не идет просто зеркалирование, у меня идет по-другому. Оно включает видео, я здесь просто управляю, видите, воспроизведением. Нажал на паузу,
Видите, нажалась пауза, воспроизвел, пошло воспроизводиться дальше. Это очень удобная тема на самом-то деле. То есть именно вот этот вот самый Chromecast, при том, что я выпускал уже 5 фишек сертифицированных ТВ-боксов. О, надо выйти на главное меню. И это еще не все. Мы сейчас можем с вами сделать, это я включил, кстати, этот, сразу нажал 2 раза на домик, у нас включилась заставка. Мы можем с вами сделать вот такую следующую штуку. Смотрите, я могу нажать трансляция в своем Google, скажем так, Chromecast, вернее, в Google Chrome, и транслировать сюда экран. Та-дам! А можем транслировать не только, допустим, вкладку, а можем транслировать, например, трансляцию экрана сделать. Смотрите, сейчас мы сделаем именно трансляцию полного экрана. Вот мы затранслировали поделиться. И, пожалуйста, у меня полный экран. Я могу просто-напросто использовать как презентационную какую-то вещь и транслировать сюда все, что угодно. Можете из Google Фото, давайте прекратим трансляцию. То есть заходим, вот у нас трансляция, остановить. Можем из Google Фото посылать сюда прям на наш ТВ-бокс, какие-то фотографии. Ну, давайте я свою фотографию сейчас какую-то нажимаю, вот выбираю фотографию свою, нажимаю транслировать, нажимаю ТВ-бокс, и вы видите, какой я красивый, да, в одной из своих масок, которые я там коллекционирую. Это, ну, напишите в комментариях, откуда эта маска. А ну, давайте, кто-то узнает, ну, вот это вот, которая... Кто узнает, откуда, из какого фильма эта маска, это handmade, полностью кастомная. Мне просто интересно, сможете или нет. Но, в общем-то, слушайте, ТВ-бокс прикольный, ТВ-бокс прикольный. Поиграть на нем, тут нужен нам Bluetooth, скажем так, геймпад. Ну, Леночка, дай нам геймпад какой-то. Уже, черт возьми, попробуем какую-то игру запустить. Но у этого ТВ-бокса есть сертификация того же самого GeForce Now. Но теперь я с другой стороны скажу вам. Я очень много имел дела с ТВ-боксами, и я не рекомендую на стиках играть. Если хотите полноценно играть GeForce Now, берите G2. Если хотите полноценно играть в какие-то игры, там, что-то помощнее, и ищите какие-то, ну, очень прикольные, я не знаю, серьезные игры, благодарю вас. Госпожа Лиса нам принесла мой любимый геймпад. Если ищете посильнее игры какие-то, то, пожалуйста, выбирайте уже консоль. Выберите себе консоль, купите себе консоль и используйте консоль. Потому что ТВ-бокс это не для игр. Имеется в виду там стики. Зачем стик мучить, если можно его не мучить? И сейчас попробуем с вами Beach Buggy Racing. Такой самый примитив на самом-то деле. Но для онлайн просмотра мне стик зашел. VS 10, быстрый Wi-Fi. Из минусов постоянный Dolby Vision, я об этом честно говорю, то мне обычно говорят, ты забыл там сказать. Да нет, в каждом обзоре говорю, если что-то не так. Ну и, кстати, здесь Mali G57 все-таки можно поиграть. Можно, и если уж там хочется какие-то совсем детские игры, то, пожалуйста, играйте, никто вам слова не скажет. Это я чисто так вам показываю, вот, ради развлечения, но на стиках играть нет. Я бы не советовал. Во-первых, плотная компоновка, он может уходить в перегрев, например, любой от долгой игры имеется в виду, потому что сертифицируются они не для игр, а для просмотра контентов. А знаете, что происходит именно со стиками, если очень долго на них играть? То может вальнуть Wi-Fi модуль. Это я вам говорю как специалист. Поэтому давайте так. ТВ-стик шикарен. ТВ-стик шикарен в плане того, что за $40, либо там за 2490 гривен в Украине. Почему в Украине чуть дороже? Потому что официальная гарантия, это официальный представитель, официальный реселлер, и еще и не нужно ждать там 2-3 недели. То есть по сути вы купили сразу же с гарантией того, что он с ним ничего не случится. Вам его по гарантии там либо поменяют, либо отремонтируют, при этом еще и получаете месяц на Exxon TV. За $40 каких-то вы получаете вполне классный стриминговый стик, который обеспечен всеми сертификатами. Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10, HDR10+, Netflix, Prime, все остальное. Не нравится лончер Google TV? Пожалуйста, используйте Projective. Кстати, вот давайте голосовой поиск, еще мы не проверили. Хотя мы проверили, мы Google Play Store вызвали. А в Projective можно использовать, например, там именно вызывать Google Play Store. Ой, я сразу нажал назад и вышел. Да, он не
самый быстрый, как хотелось бы. Вот действительно не самый быстрый. Это один из бюджетных, нормальных ТВ-стиков для нормального воспроизведения контента. При этом с качеством картинки лучше, чем многие M-Logic. Давайте. Канал Технозон. Голосовой поиск работает, пожалуйста. Тут как бы вообще вопросов нет. Поэтому давайте. Само собой, глобального нет. Давайте. Хотя он, и видите, и включая... О, Voice Match включил на этом телевизоре. Да ладно, слушайте, вообще интересно. Канал Технозон. А ну, как он его найдет? Ну, он его, видите, находит видео. А ну-ка. Фильм Черкассы. И здесь у нас, видите, появляется вот такой вот вариант Google TV, там, где у нас на YouTube, и если вам понравится, ну, допустим, различные аналоги, и здесь вы можете в список просмотра его добавить, там, грубо говоря, который вы увидите потом в библиотеке, уже будете управлять там фильмами, взятыми на прокат, и покупать их в самом YouTube, например, с HDR10, с Dolby Vision и тому подобное. В общем, я рекомендую. Стик получился очень-очень годным. При этом скоро будет апдейтик. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.